Представьте себе ситуацию, вы просыпаетесь ночью от звона в ухе. Думаете отит, может быть серная пробка или усталость, а через полгода вы оглохли на одно ухо, и никто не может помочь. Это не сценарий фильма ужасов, это невренома слухового нерва. И давайте разбираться без паники, но честно. Всем привет, вы на канале Ночное дежурство. Невренома – это опухоль, но хорошая новость в том, что она доброкачественная. Невренома не метастазирует, не убивает вас напрямую. Она растет медленно, годами. Плохая новость в том, что невренома растет там, где не надо, прямо на слуховом нерве. И растет она постепенно. Невренома просто пережимает слуховой нерв. Как нога, которая наступила на шланг с водой. Сначала вода течет хуже, потом перестает совсем. Так вот так же происходит и со слухом. Человек начинает хуже слышать одним ухом, но привыкает. Думает, что это пробка, возраст, насморк. А опухоль, тем не менее, все растет. Как заподозрить невреному до того, как станет слишком поздно? Вот 4 красных флага. Шум только в одном ухе. Если у вас звенит, шумит, шипит или свистит только в одном ухе, это может быть не усталость. Если шум в 2 ушах, скорее всего это возраст, стресс или сосудистые проблемы. Но шум в одном ухе – это повод насторожиться. Снижение слуха на одно ухо. Если стало плохо слышать одно ухо, например, вы подносите телефон к левому уху, все слышно. К правому уху будто вата. Это классика. Люди часто думают, просто пробка. Но если промывание не помогло, не успокаивайтесь, идите к лор-врачу. Головокружение и неустойчивость. Невренома давит не только на слуховой нерв, но и на вестибуляторный. Поэтому человека может качать, особенно при резких поворотах головы. Но важный момент в том, что это не системное головокружение, когда комната плывет под ногами. Это скорее чувство ватных ног и неуверенности при ходьбе. А не менее лица, если опухоль выросла сильно, она может задеть лицевой нерв. Уголок рта опускается. Глаз может плохо закрываться, реже возникает онемение щеки. Это уже поздний симптом. Еще раз, невренома – это редкая опухоль. Из 100 человек с шумом в ухе у 99 обычная серная пробка, отит или возраст. Но этот 1% людей, у которых все-таки есть невренома, должен знать правду. Вы пошли к лор-врачу с шумом в ухе. Что будет дальше? Шаг 1 – осмотр. Лор-врач посмотрит уши, проверит слух камертоном или аудиограммой. Если все чисто, он назначит МРТ головного мозга с внутривенным контрастом. Без контраста маленькую опухоль на МРТ можно не увидеть. Почему не КТ головного мозга? Потому что на КТ мягкие ткани видны намного хуже. А невренома – это мягкотканная опухоль. Поэтому МРТ в данной ситуации – золотой стандарт. Процедура МРТ мозга с контрастом продлится 25-30 минут. После нее вы будете точно знать, есть ли у вас невренома или нет. Лечение невренома. Самое важное в том, что невреному не обязательно оперировать. Если опухоль маленькая, до 1,5 сантиметров в диаметре и не растет, за ней просто наблюдают раз в год, делают МРТ, и человек живет спокойно. Если невренома растет, есть 2 варианта. Вариант 1 – лучевая терапия, гамма-нож. Это не скальпель, это высокоточное облучение. Вы садитесь в кресло, надеваете рамку на голову. Проходит 1 час, и вы идете домой. Опухоль останавливается в росте, без разрезов, без наркоза. Вариант 2 – операция. Если опухоль большая, то вам, скорее всего, назначат операцию. Но сегодня существует микрохирургия, доступ через ухо, через маленький разрез. Шанс сохранить слух тем выше, чем раньше человек обращается в больницу. Еще раз, невренома не убивает. Люди живут с ней десятилетиями. Опасность только одна – потерять слух и запустить болезнь. Поэтому главное – диагностика вовремя. Итак, если у вас зашумело в одном ухе, не паникуйте. С вероятностью 99% это не невренома, а скорее всего серная пробка, но провериться все же стоит. 30 минут вашего времени и спокойствия на долгие годы. Итак, запишитесь к лор-врачу, сделайте аудиограмму. Если он назначит дальше, то МРТ мозга с контрастом. Хуже от этого не будет, а вот успокоение будет наверняка. Ставьте лайк, если хотите больше честных разборов разных болезней по делу и без воды. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о своем здоровье, и пишите комментарии.